Всем привет! Продолжаю рубрику Python в вопросах и ответах. Сейчас буду отвечать на следующие 50 вопросов по Python. Я использую программу интервального повторения Anki, абсолютно бесплатную, и рекомендую всем ее использовать. Рекомендую самостоятельно создавать карточки, которые необходимы именно вам, и, соответственно, отвечать на них и таким образом запоминать информацию. Ну, начнем. Так. С какого ключевого слова начинается определение функции в Python? Слово def. Так. Определим функцию sum, простейшую, которая возвращает сумму чисел а и b. И вызываем ее. Def это, соответственно, определение функции. Дальше. Как называется функция в Python, с помощью которой можно удалить элемент из списка? Это функция del. Так. Например, у нас есть список. И удалим, например, двойку. Вот, и, соответственно, список стал без этой двойки. Эта двойка имеет индекс единицу. Дальше. Какой параметр функции print в Python позволяет избежать перевода строки? Параметр end равно... Так, сейчас покажу. Например, у нас есть цикл. Мы хотим, чтобы x печатался без перехода на новую строчку. Пишем, соответственно, такую команду. Вот. И x печатается в одну строчку. Дальше. Можно ли в теле функции напрямую произвести присваивание глобальной переменной? Нельзя. Например, есть глобальная переменная, есть какая-то функция. Если мы сделаем вот так вот, а равно 6, например, ну, никакой ошибки вроде бы нету. Вызываем нашу функцию. Вот. Она отработала. И потом распечатываем а. А как было 5, так и осталось. То есть это вот а равно 6, это локальная переменная в этой функции. Никакого отношения к этой а она не имеет. Дальше. С помощью какого оператора Python можно прервать выполнение цикла for или while? С помощью оператора break. Так, ну сейчас пример рассмотрим. Какой-нибудь цикл. Сначала увеличим переменную цикла на единицу. Проверим, если а, например, равно 6, то выйдем из этого цикла. Например, немножко надуманный, просто чтобы показать. Так. Ну вот, 6 мы уже не стали печатать, потому что мы цикл прервали. Дальше. Если в Python есть список, то чему будет равен данный список после выполнения следующей команды? Ну, очевидно, что это будет такой список.
элемент с первым индексом теперь равен 3. Дальше. Если в Python есть список, то чему будет равен данный список после выполнения команды? Ну, тут идет присваивание пустого списка, поэтому будет просто пустой список. Дальше. Если в Python есть список, то что будет результатом выполнения команды? Это длина списка, в данном случае 4. Дальше. Если в Python есть список, то чему будет равен данный список после выполнения команды? Так, это вот срез списка начинается с 2. То есть первые 2 элемента можно взять, какие они были. 0 и 1. Дальше элементы 2, 3, 4. До 4 пятерка не включается. Вот эти элементы равны вот этому. Ну и оставшиеся элементы такие же, какие были. Вот. Ну вот видим, что элементы заменились. Дальше. Какой оператор в Python ничего не делает? Оператор pass. Ну, например. Так, ну вот никакого действия здесь не было. Ну, просто нужно как заглушка. Когда мы не знаем пока, что писать в условии, можно написать так. Дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды? Это сумма такого арифметической прогрессии от 0 до 3. 1 плюс 2 – 3, и еще 3 будет 6. То есть это 6. Да. Это прогрессия 0, 1, 2, 3. То есть 0, 1, 2 это 3, еще плюс 3 будет 6. Дальше. Как называется метод в Python, который позволяет добавить новый элемент к списку? Append. То есть, если есть список, например, такой, с помощью метода append можно добавить новый элемент к концу этого списка. Вот. Дальше. Если в Python есть список, то с помощью какой команды можно добавить элемент 5 к концу этого списка? Ну, только что я говорил. Append. Так, дальше. Если в Python i равно 2, то что будет результатом выполнения команды? Напечатает 2 и 4. Так. Ну вот, да. Дальше. Если в Python есть список, то чему будет равен данный список после выполнения команды append? Ну, уже это говорил про это. К концу добавляется, соответственно, 7. Тут просто вопросы в разных комбинациях на проверку
разных знаний. Вот. Дальше. Какому булевому значению в Python равно число 0? False. Преобразуем 0 к булевому типу. Вот, false. Дальше. Если в Python есть два списка, то чему будет равно x от 0,1 после выполнения следующей команды. Так, тут будет, соответственно, вложенный список. X от 0 это вот А. Еще надо взять первый элемент. Первый элемент этого списка это B. Так. Сейчас покажу подробно. Ну вот, X теперь список, который состоит из списков. Соответственно, X от 0 это первый список, а X от 0, 1 это уже элемент этого списка B. Дальше. Если мы хотим сгенерировать числа минус 10, минус 40, минус 70, то с какими параметрами необходимо запускать функцию range? Так, ну очевидно минус 10, потом до конца это минус 100. И насколько мы будем прибавлять? Минус 30. Пример. Ну да, вот эти числа вывелись. Дальше. Какое первое значение сгенерирует следующая команда? 0. По умолчанию идет генерация от 0. Первое значение 0. С помощью какого метода в Python можно получить копию списка? Метод copy. Например, есть один список. Мы хотим создать его копию. Вот. Теперь B полностью независимо от A. Если мы изменим его элемент, вот, то на A это никак не повлияет. Дальше. Как называется функция на языке Python, с помощью которой можно получить длину списка? Так же, как и строки, функция len. То есть, да. Дальше. Можно ли в Python изменять элементы списка? Да. В отличие от строк, это можно. Но я уже показывал, то есть A равно изменим первый элемент. Вот. Теперь он стал очень удобно. Если мы хотим сгенерировать числа 0, 3, 6, 9, то с какими параметрами необходимо запускать функцию range? Так, от 0 до 10 шагом 3. Ну вот, 0, 3, 6, 9. Дальше. С помощью какого ключевого слова в Python происходит возврат значений из функции? Так же, как и всех, return. Например, определим функцию sum.
вызовем. Return, соответственно, возвращает. Дальше. Если в Python есть список, то чему будет равен данный список после выполнения следующей команды? Ну, соответственно, срез просто удаляется. То есть первые два элемента, это 0 и 1, остаются. Дальше 2, 3, 4 удаляются. И остается еще вот эти элементы. Ну да. Дальше. Что будет результатом выполнения команды? Не очень очевидный результат. Вот такой. Так догадаться сложно. Ну, такая логика Python. Дальше. Какой оператор в Python позволяет сравнить переменные на равенство? Два знака равно. Равно 5. Вот. Дальше. Если в Python есть два списка, то чему будет равно x от 0 после выполнения команды? Так, ну это будет вот этот список. X это, соответственно, вложенный список. Вот так он выглядит. Соответственно, x от 0 это первый список. Дальше. Чему будет равно a после выполнения команды? Это множественное присваивание. Тут a будет равно 0. Да, дальше. Как называется функция в Python, с помощью которой можно сгенерировать арифметическую прогрессию? C-range. Ну, я ее уже показывал. Да, вот такая арифметическая прогрессия. Дальше. Если мы хотим сгенерировать числа 5, 6, 7, 8, 9, то с какими параметрами необходимо запускать функцию range? Так, первый элемент 5, последний элемент 9. Пишем 10, потому что он 10 не входит. По умолчанию шаг единицы. Так. Ну вот, с 5 до 9. Дальше. С помощью какого ключевого слова в теле функции можно разрешить изменять глобальную переменную? С помощью слова global. Так, сейчас покажу пример. Например, переменная глобальная равна 5. Дальше какая-то наша функция. Надо написать global a, то, что мы хотим изменить глобальную переменную. И уже дальше можно ее менять. Так. Так. А у нас сейчас 5. Вызываем нашу функцию. И после этого еще раз печатаем А.
а уже равно 7. Оно изменилось. А если бы не было этой строчки, то а было бы также 5 равно. Дальше. Какой оператор в Python позволяет сравнить переменные на неравенство? Такой оператор. Пример. Так, дальше. Какое последнее значение сгенерирует следующая команда? Это будет 9, потому что десятка, последний элемент не входит. Вот, 9. Если в Python есть список, то чему будет равен этот список после выполнения команды del? Так, ну, нулевой элемент удалится, останется только двойка. Да, дальше. Чему будет равно b после выполнения команды Python? Множественное присваивание b равно единице. Так, дальше. С помощью какой команды Python можно присвоить переменной name, введенное пользователем значение, используя подсказку? Так. Name равно input. Так. Так, подсказка появилась. Пишу какое-то слово. И смотрим, что находится в переменной name. Как раз то же, что я ввел. Дальше. Можно ли в Python создать список, который содержит в себе другой список? Да. Это очень удобно, конечно. Просто первый элемент списка, другой список. Ну, а потом какие-то другие элементы. Вот. Дальше. Если в Python есть два списка, то что будет содержать x после выполнения команды? Так, ну как раз будет содержать сначала первый список, потом второй. Да. Хорошо, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды? Так, ну это список от 0 до 3. Так. Ну да, дальше. Если в Python определена функция fib, то что вернет следующий оператор? Так. Ага, он вернет non. Так как функция ничего не возвращает, слова return нету, поэтому non. Как бы она вернет значение non. Так. Сейчас ставлю. Да, non. Дальше.
С помощью какого оператора Python можно перейти к выполнению следующей итерации цикла for или while? Continue. Так же, как всех. Какой-то цикл. Какое-то условие. Делаем continue. Так. И распечатываем, чтобы посмотреть. Ну вот если итератор цикла делится на 2, то переходим к следующему значению и, соответственно, не печатаем его. Вот. Дальше. Как в Python называется операция? Это множественное присваивание. Если в Python есть строка, то с помощью какой операции ее можно преобразовать к целому типу? С помощью функции int. Так, была строка в кавычках, стало число. Дальше. Какому булевому значению в Python равна любая последовательность не нулевой длины? Не нулевой, значит true. Так, ну, последовательность, например, список. Приводим к булевому типу. Это true. Дальше. Какому булевому значению в Python равна любая последовательность нулевой длины? Это false. Например. Да, это false. Дальше. Где в Python следует располагать документацию на функцию? В первом операторе. Тело функции. Да, тут есть некое отличие от других языков программирования, где обычно до заголовка функции пишется документация. В Python немножко по-другому. Так, покажу пример. Какая-то функция. Так, и вот документацию следует размещать вот здесь. Ну, соответственно, надо писать, что функция делает. Вот так. Дальше. С помощью чего в Python задается тело цикла? С помощью отступов. Ну, то есть надо сделать отступ. Так. Вот мы отступ сделали, потом перешли на новую строчку, и так Python понял, что цикл закончился. Дальше. Какая команда Python является аналогом команды else-if, используемая в других языках программирования? Это команда elif. Так, например. Какое-то условие.
Ну вот, elif сработало. Дальше. Какому булевому значению в Python равно любое ненулевое целое число? Ненулевое значит true. Например. True. Так, ну, закончил я отвечать на следующие 50 вопросов. Надеюсь, что видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.